Привет всем! Недавняя рекламная кампания Chanel с участием Чонгука произвела сильное впечатление с самого начала. Это было не просто очередное сотрудничество с крупным брендом, а демонстрация роста и укрепления его карьеры. Каждый выпущенный видеоролик отличался смелым, организованным и целостным визуальным стилем, указывая на то, что проект ознаменовал начало нового этапа. Чонгук выглядел уверенно и спокойно, использование белого цвета в его одежде подчеркивало чистый, элегантный и продуманный образ. Его движения, осанка и взгляд передавали контроль и профессионализм, все было выверено, и именно поэтому компания привлекла столько внимания. Чонгук не просто красив, он также умеет адаптироваться к концепции, не теряя своей индивидуальности. В то же время многие почувствовали знакомую атмосферу в видеороликах. Создаваемая им атмосфера явно напоминала Тэхёна. Это не было натянуто или явно выражено, это чувствовалось в деталях, в безмятежности сцен и в том, как были построены образы. Это ощущение еще больше усилилось с выходом визуальной работы Тэхёна «Зима впереди», эстетически яркого проекта с очень выразительной индивидуальностью. В определенные моменты внимание зрителя естественным образом переключается с Чонгука на Тэхёна, эстетика, ритм и энергия визуального ряда способствуют этому переходу без резких переходов. Для поклонников Тэкука связь между ними не нуждается в объяснении или преувеличении, визуальное сходство и схожие художественные решения говорят сами за себя. Образ Чонгука в белом стал одним из самых обсуждаемых аспектов кампании. Та же эстетика, примененная к Тэхёну, еще больше подчеркивает идею визуального единства. Тэкук в белом представляет собой четкий, стабильный и узнаваемый образ, две фигуры, движущиеся в одном направлении, каждая в своем пространстве, но разделяющие схожий путь. Этот контент появляется в то время, когда многие надеются на позитивные знаки. Не будучи чрезмерно драматичными, видеоролики предлагают ощущение порядка и преемственности. История отношений Тэкука коренится в таких вещах, как время, постоянство и доверие к процессу. Речь идет не о мгновенных обещаниях, а о понимании того, что каждый шаг требует времени. Идея терпеливого ожидания и движения вперед представлена прямолинейно, окончание ночи и начало дня служат простой метафорой постепенных изменений. Тэкук легко вписывается в этот образ, демонстрируя стабильность и устремленность в будущее. Недавно Чонгука видели на концерте G-Dragon вместе с J-Hope'ом, Хаши и Мингю. Этот момент привлек внимание, потому что Чонгук оказался в расслабленной и непринужденной обстановке. Его окружали близкие, доверенные друзья, атмосфера передавала чувство комфорта, спокойствия и удовольствия, как и у остальной части аудитории. Дружба между J-Hope'ом и Чонгуком длится уже много лет, отмеченная постоянным сотрудничеством, уважением и поддержкой. Мингу также был рядом с ним. Тэхён известен многим фанатам как один из самых близких друзей Чонгука вне группы, часто обеспечивающий ему стабильность и поддержку. Во время концерта Чонгук выглядел энергичным и сосредоточенным на моменте, он казался свободным, вовлеченным в выступление и единым целым с окружающими. Для многих этот образ важен, он подтверждает, что Чонгук здоров, находится в благоприятной обстановке и может наслаждаться происходящим без давления. Такие моменты также помогают понять место Тэхёна в жизни Чонгука, даже когда его нет рядом физически. Для поклонников Тэхёна и Чонгука отношения между Тэхёном и Чонгуком ясны и постоянны, они не зависят от частых публичных выступлений или прямых заявлений для признания. Эти отношения построены на годах совместной жизни, повторяющихся действиях и связи, которая демонстрировалась различными способами. Тэхён и Чонгук воспринимаются как пара, которая понимает друг друга без лишних слов. Их связь считается крепкой, стабильной и настоящей, она выходит за рамки профессионализма или простой дружбы. То, как они ищут друг друга, поддерживают друг друга и помогают друг другу, было очевидно тем, кто следил за их отношениями на протяжении многих лет. Именно поэтому для поклонников Тэкука эти отношения не вызывают сомнений, а являются само собой разумеющимся фактом. Некоторые предпочитают игнорировать очевидное, другие же внимательно наблюдают и понимают динамику их взаимоотношений. Отношения между Тэхёном и Чонгуком не требуют долгих объяснений или оправданий, они очевидны в их жестах, близости и том, как они проводят время вместе.
Именно эта естественность делает их отношения правдоподобными, не через чрезмерно драматичные сцены, а через простые моменты, демонстрирующие привязанность, доверие и крепкую связь. Именно эта последовательность ценится многими, отношения, которые не скрываются, но и не демонстрируются открыто. Тэхён и Чингук неоднократно показывали, что их связывают глубокие и подлинные чувства, их действия подтверждают, что то, что их объединяет, важно и реально. Всякий раз, когда Чингук выглядит спокойным и расслабленным, многие понимают, что это часть баланса, который также включает Тэхёна, взаимодополняющая связь. Происходящее можно объяснить просто. Чингук находится на концерте со своими близкими друзьями, кажется расслабленным и наслаждается моментом. В то же время для поклонников Тэхёна подобные сцены соответствуют более широкой картине, отношения между Тэхёном и Чингуком остаются крепкими, ясными и настоящими. Эта связь, которую они признают, поддерживают и надеются, что она возобновится, когда они окажутся вместе. Это дополняет то, что многие замечали на протяжении многих лет, устойчивая связь между Чингуком и Тэхёном, отраженная в повторяющихся жестах. То, как они смотрят друг на друга, когда находятся вместе, то, как они ищут друг друга в одном пространстве, и физическая близость, которую они поддерживают без чрезмерного напряжения, все это говорит о преемственности. Эта динамика не является мимолетным событием, обстановка и действия могут меняться, но их взаимоотношения остаются неизменными. Чингук проявляет искреннюю заботу о Тэхёне, это очевидно в том, как он ориентируется, корректирует свою позу, чтобы оставаться рядом, и реагирует на присутствие Тэхёна. Эти жесты повторяются в различных ситуациях, подкрепляя идею крепких и продолжительных отношений. Это не сложные интерпретации или двусмысленные сигналы, скорее это последовательное поведение на протяжении времени. Отношения между Тэхёном и Чингуком лучше всего понимать через простые действия, они не зависят от слов или длинных объяснений. Они выражаются в повседневных деталях, в том, как они делят пространство, координируют свои движения и проявляют заботу друг о друге. Эта модель взаимодействия передает стабильность и близость, отношения, которые кажутся прочными, потому что не требуют ярких проявлений, чтобы быть замеченными. Когда люди надеются увидеть их снова вместе, их надежда исходит из того, что они наблюдали, моменты, когда они кажутся спокойными, сосредоточенными и связанными. Это короткие, но безошибочные моменты, близость, видимая без грандиозных жестов. Они разделяют повторяющуюся синхронность, и именно эта последовательность поддерживает интерес к Тэкуку. Со временем Тэкук сформировал образ двух людей, которые тихо поддерживают друг друга. Когда один из них устал или чувствует себя некомфортно, другой часто оказывается рядом. Эта поддержка не афишируется открыто, она очевидна в том, как они располагаются и уделяют друг другу внимание. Это близкое присутствие служит опорой, укрепляя идею стабильной и прочной связи. Эта близость не зависит от внешних комментариев или общественного внимания, она существует, даже когда о ней не говорят. Это отношения, построенные ежедневно, посредством повторяющихся жестов, явного доверия и понимания, которое растет со временем. Для тех, кто поддерживает Тэкука, эта связь легко узнаваема, поскольку она постоянно, прямо и непрерывно демонстрируется всякий раз, когда они вместе, это укрепляет представление о прочных и долгосрочных отношениях. В конечном счете, история Тэкука не строится на основе одного момента или отдельного символа, она формируется из накопленного времени, общего опыта и повторяющихся моделей поведения. Именно это постоянство вселяет в многих людей уверенность, не из-за пустых надежд, а из-за того, что постоянно видно и наблюдаемо. Спокойствие, которое Чингук демонстрирует в различных ситуациях, в том числе и на публике без Тэхёна, на самом деле подкрепляет ощущение стабильного равновесия, состояние, которое не является хрупким и не зависит от мимолетного присутствия. Для поклонников Тэкука это спокойствие воспринимается как признак эмоциональной зрелости и отношений, которые обрели свой собственный ритм. Тэхёну и Чингуку не нужно ничего публично доказывать, их отношения развиваются спокойно, естественно и непрерывно. Они идут своим путем, но при этом сохраняют чувство взаимопонимания, их отношения растут без давления постоянной публичности или подтверждения.
На данном этапе отношения Текука воспринимаются не как сенсационная история, а как история преемственности, история двух людей, которые понимают друг друга, уважают и идут бок о бок каждый своим путем. И для тех, кто наблюдал за ними, это самая убедительная и долговечная форма отношений.